Привет, друзья! Сегодня я хочу рассказать вам об удивительном народе – русских. Это история, которая охватывает века, объединяет древние традиции и современные реалии. Присаживайтесь поудобнее, мы отправимся в увлекательное путешествие. Происхождение русских. Отчет истории народности традиционно связан с образованием древнерусского государства. Согласно повести временных лет, произошло это в 862 году, когда племена Чуть, Словения и Кривичи позвали на княжение варягов Рюрика, Синеуса, Трура. Три брата стали править в Новгороде, Белоозере, Изборске. Названием нового государства, согласно летописи, тоже было обязано варягам. Русью в те времена называли скандинавов. Между тем, варяжское, то есть скандинавское происхождение Руси до сих пор остается дискуссионным вопросом. Некоторые ученые утверждают, что это племя тоже было славянским, просто занимало северные земли. Другие придерживаются гипотезы об иранских корнях этого народа. Третьи считают их прямыми потомками викингов. И лишь один факт остается бесспорным. С приходом Рюрика, Синеуса и Трура выходцев из Скандинавии на русских землях стало больше, а значит варяги сыграли большую роль в формировании русских как этноса. С течением времени территория влияния Древней Руси расширилась. Столицей государства стал Киев, а население неуклонно росло. В начале 12 века страна распалась, а веком позже на раздробленные земли пришло татаро-монгольское иго. Объединение русских земель произошло в конце 15 века. К этому моменту населявший эти территории этнос уже окончательно сформировался и обрел национальное самосознание. История русского языка. История возникновения русской речи началась задолго до оформления русского языка как отдельной системы. Сначала все племена, занимавшие восточноевропейскую равнину, общались на едином языке, который теперь в науке принято называть прославянским. Примерно в 15-17 веках люди стали объединяться по территориальному признаку, нечто похожее на небольшие государства, которые в свою очередь объединялись в подобие федераций. С появлением крупных союзов на разных территориях прославянский язык разделился на три ветви – южную, восточную и западную. Появившийся в то время общевосточнославянский язык, который также называют древнерусским, существовал до конца 15 века. Новое разделение произошло в связи с началом периода федеральной раздробленности и последующим образованием русского государства на рубеже 15-16 веков. Тогда из общеславянского языка выделились русский, белорусский и украинский. Имея общую основу, каждый из них стал развиваться по собственному пути. В итоге получилось три отдельные языковые системы, схожие друг с другом, но в то же время имеющие принципиальное отличие. На протяжении следующих веков русский язык развивался обособленно в высших элитных слоях общества, где активно использовалась церковнославянская лексика, а также среди обычного народа, который предпочитал разговорной форме. Все изменил Александр Сергеевич Пушкин, который в своих произведениях стал использовать слово и выражения, бытовавшие среди представителей разных сословий. Именно поэтому его считают родоначальником современного русского литературного языка, то есть языка общепринятого, упорядоченного и нормированного. Следующей вехой стало принятие в 1918 году новой орфографии. Тогда же сформировалась та самая русская азбука, которой мы и пользуемся сейчас, без яти, без буквы F, которая до революции не использовалась. Сегодня в мире насчитывается около 147 миллионов человек, считавших русский язык родным, и еще 113 миллионов используют его как в качестве второго языка. Эти показатели вводят русский на 5-е место среди всех языков мира и делают одним из международных. Религия русских. Славянские племена придерживались языческих верований. Ученые до сих пор не обладают достаточными сведениями о них. Однако мы знаем, что в древности русские люди верили как в существование темных сущностей, например, злых духов или упырей, так и в целом пантеон богов, покровительствующих всем сферам жизни и явлениям природы. Главным божеством считался могучий Перун, бог-громовержец. А еще славяне верили в потусторонний мир, а потому особо почитали Велеса, властителя загробного царства, который также считался покровителем скотоводства. Милость богов и в защиту от злых существ пытались заслужить с помощью обрядов. И что самое интересное, некоторые из них сохранились в культуре до нашего времени и знакомы каждому русскому человеку. Фактически христианство и язычество развивалось на протяжении нескольких веков, параллельно влияли друг на друга. Это привело к существованию необычных русских праздничных традиций. Яркий пример – святки, период от Рождества до Крещения, когда русские девушки гадают, а значит вызывают потусторонним силам, а дети одеваются в яркие костюмы животных, ходят по домам соседей и читают стихи
о Христе, чтобы взамен получить вкусности. В середине 17 века патриарх Никон провел церковную реформу. Он собирался привести всю религиозную литературу к греческим образцам, а также изменил некоторые нюансы церковных обрядов. Так, после реформы следовало креститься 3 перстами, до этого использовали 2. Нововведение не пришло по вкусу многим верующим, что привело к расколу с бунтами, грабежами и даже самосожжениями несогласных. Например, на 1672 году в Палеостровском монастыре на берегу Онежского озера сожгли себя 2700 человек. Итогом распри стало отделение от православных христиан по себе ветви верующих, называемой старообрядческой. К этой группе некоторые представители русского народа относят себя сейчас. В России открыто около 200 старообрядческих приходов, однако преобладающей религией среди русских все равно остается православие. Внешность русских, разумеется, предками далеко не каждого современного человека, относящего себя к русскому народу, были те самые словени, чуть кривичи и варяги. Россия пережила нашествие татаро-монголов, приняла в свой состав национальности, имеющие тюркские и финно-угорские корни, а потом стала частью СССР, включающей страны, населенные представителями других этносов, а затем преобразилась в страну с многочисленными национальными республиками, Российскую Федерацию. И все эти факторы значительно повлияли на генотип русских людей. Однако современные технологии позволили восстановить портрет типичного представителя нации при помощи анализа тысячи фотографий россиян, которые хранятся в архивах Музея антропологии. Полученные данные отчасти совпали с шаблоном представлений о том, как выглядит русский человек. Считается, что представители этой национальности светлоглазые и светловолосые люди. Как оказалось, это преимущество шатенки с голубыми и серыми глазами, а еще удалось установить, что русский народ обладает средним ростом и телосложением. Русская культура и философия. Исследователям приходится собирать информацию о традиционных занятиях, ремеслах, развлечениях и древних представлениях о жизни русских буквально по крупицам. В старину такие вещи не записывались, а передавались устно из поколения в поколение. Тем не менее, о русской культуре известно многое. Долгое время русское общество ориентировалось на постулаты христианской веры. В России были свои мыслители, однако они до 17 века в своих суждениях, трактатах были в основу уже существующие религиозные представления. Так Данил Заточник, написавший в 12-13 веках обращение к новгородскому князю Ярославу Владимировичу, рассуждает о власти, опираясь на евангельские псалмы. В 17 веке русская интеллигенция увлеклась изучением иностранной философии. К тому же, теперь ее преподавали как дисциплину в некоторых учебных заведениях. В 1655 году курс философии стал обязательным для всех студентов только основного Московского университета, а обсуждение философских вопросов постепенно вошло в обиход русской знати. Свой трактат написала даже сама императрица Екатерина II. В 22 главах наказа правительница раскрывает свое видение будущей России. В следующие столетия философия России потерпела упадок, но пережила новый расцвет. Особым течением русской мысли стали идеи славянофилов и западников, двух противоборствующих групп. Первые считали, что Россия должна двигаться по собственной траектории, не оглядываясь на другие страны, а вторые утверждали, что необходимо перенимать лучшее из европейской культуры. Представители каждого направления писали в середине 19 века философские труды, чем привлекали сторонников. Приходом новой власти пришла новая идеология. Тогда трактаты писали первые лица государства. Например, российский народ, выросший в СССР, хорошо помнит работы Владимира Ильича Ленина, которые нужно было знать чуть ли не наизусть. Однако наряду с трудами, продвигающими идеи марксизма, издавались и тексты противоположного содержания. Но в современном этапе русская философия только начинает свое возрождение. В стране издаются тематические журналы, в ведущих институтах изучают новую русскую мысль, проводятся конференции и конгрессы. Русский фольклор, устное народное творчество, особенно часть русской культуры. Именно в фольклоре сохранились следы традиционных верований и взглядов русского человека, кроется мудрость поколений. Самый знакомый для жанра фольклор – это сказки, которые в старину служили не для увеселения детей, а для их воспитания. Действующими лицами становились фантастические персонажи, которым устраивали героям испытания или помогали справляться с трудностями. Так, одним из древнейших героев русских сказок исследователи считают Бабу-Ягу.
рассказы о которых бытовали в славянских племенах еще в IV веке. Старуха, жившая на границе мира живых и мира мертвых, не всегда появлялась в сказках, чтобы нагнать жуть. Иногда она помогала главному герою дельным советом или давала волшебный предмет, без которого победа над злом невозможна. Еще известны сюжеты, в которых яга выступала в роли воительницы, а также сказки, где таких старух было сразу несколько. Еще один жанр русского фольклора – приметы. Что примечательно, многие из них русский народ принес сквозь века. К примеру, многие по-прежнему верят, что возвращаться домой сразу после ухода – плохая примета. Раньше считалось, что в пустом доме хозяйничает домовой, добрый дух, помогающий держать дела в порядке. Вернувшийся домочадец рискует застать его врасплох и даже обидеть, тем самым вовлечь на себя беду. Пожалуй, самый необычный жанр русского фольклора – былины. В Киевской Руси эти эпические произведения о важных исторических событиях исполнялись под гусли и рассказывали не только о подвигах могучих русских воинов, богатырей, но и о победах князей, приключениях выдающихся купцов и даже крестьян. При этом в былинах стирались грань между реальностью и выдумкой. Например, богатырь Добрыня Никитич, прототип которого считается русский начальник времен князя Владимира, сражается со сказочным змеем Горынычем. Народные промыслы. Российские этносы с древних времен занимались рукоделием, создавали деревянную и глиняную посуду, расписывали ее цветными узорами, лепили игрушки для детей, расшивали замысловатую вышивку одежду. Многие русские промыслы и ремесла сегодня являются всемирно известными брендами. Например, невесомые павлопосадские платки ценятся за рубежом, а в Китае активно повторяют шкатулки и подносы с полехой, миниатюры, изображающие исторические сказочные сюжеты. В советское время народные промыслы России пережили упадок, однако теперь многие из них восстановлены или находятся в процессе возрождения. Живопись в привычном нам представлении появилась в России только в 17 веке. В это время на полотнах начали изображать монархов. Делали это в уникальном стиле, стараясь придерживаться иконописных канонов, создавая на полотнах идеальные образцы. Произведения, выполняя в такой технике, называемым термином парсуна или от слова персона. Работы русских мастеров сегодня есть в знаменитых музеях Нью-Йорка, Лондона, Парижа, Праги, а также других мировых столиц. Но самые богатые коллекции отечественного искусства, разумеется, хранятся в русских музеях, например, в Третьяковской галерее и Русском музее. История русской музыки. Русские крестьяне сопровождали песнями каждое важное событие – посев или сбор урожая, свадьбы и поминки. Популярными народными музыкальными инструментами были домбра, гусли, сурны, балалайка и гармонь. Известно, что в 17 веку старинные песни перешли в категорию застольных и были популярны в основном в крестьянской среде. В светском обществе тем временем предпочитали исполнять и слушать произведения на религиозную тематику. Расцвет народной музыки начался при Петре I, когда стали распространяться песни с новыми сюжетами, например, о жизни солдат или мелких чиновников. А в 19 веке появился новый шуточный жанр – частушки. Эти маленькие куплеты, которые можно было петь под простейший аккомпанемент, быстро завоевал популярность. Любопытно, что большая часть произведений, которые сегодня воспринимаются как русские народные, а на самом деле к фольклору не имеют никакого отношения, например, «Калинка», появилась во второй половине 19 века. У нее автор – композитор Ларинов. История русских танцев. Хоровод. Вот что первое приходит на ум, когда речь заходит о русских народных плясках. Действительно, это древнейший танец, который объединил молодежь. Воют хороводы. Начинали с наступления весны, часто сопровождали пляски песнями, игрой на музыкальных инструментах. Во время танца молодые люди могли приглядеть себе невесту, а девушку жениха. Поэтому к этому действию относились ответственно. Семьи отправляли в хоровод сначала старших детей, чтобы скорее устроить их личную жизнь. Кстати, в круг танцующих становились неспроста. Хоровод символизировал солнце и должен был задобрить бога Ярила. Еще один знаменитый русский танец – барыня. Предположительно, он был придуман в Орловской губернии. Его исполняют мужчина и женщина, стараясь переплясать друг друга. Это таки русский танцевальный баттл. А вот знаменитую кадриль с притоптыванием и глубоким приседаниями нельзя назвать русским народным танцем, так как она пришла в Россию из Франции и первоначально исполнялась на балах. Однако традиция быстро перекочевала в деревню. Простой русский человек внес в танец свои коррективы, были переосмыслены движения, появился сюжет и новый задорный аккомпанемент. Со временем кадриль вовсе начали исполнять под частушки. История русского национального костюма. В каждой русской губернии были свои традиционные наряды. При этом у всех вариантов в русском национальном костюме есть общие черты. Основной элемент — рубаха. У женщин длинные по щиколотку, у мужчин выше колена. Рубахи шили холщовые
бобовые, льняные, хлопковые или шелковые, а украшали их вышивками с элементами и оберегами, непременно с использованием красных нитей. Замужние женщины носили паневу, юбка, которая состояла из 3 сшитых полотен. Держались на талии. Такое одеяние при помощи гашника, шнура и шерсти, а также пояса. Пояс носили и мужчины. Считался, что этот элемент одежды способен защитить от злых духов, а потому его старались никогда не снимать. Начиная с 14 века начал распространяться знаменитый сарафан, который на самом деле был нарядом, заимствованным русским народом из-за границы. Женщины часто носили расшитый передник. Орнаменты на нем могли рассказывать историю жизни хозяйки. Для этого были придуманы специальные символы, например, вышитые ромбы с пустой серединой говорили о непорочности девушки. По ромбам с точки посередине можно было узнать замужнюю даму, а ромбы несколькими точками указали на наличие в семье детей. Мужчины носили порты, брюки, которые заправляли в сапоги, если сапог не было, обували в лап. И в мужском и женском костюме часто присутствовали красный цвет, который символизировал солнце и плодородие. Русское традиционное жилище. Самый распространенный вариант – деревянная изба, жилище русского человека, было продумано до мелочей. Фундамент специально зарывали под землю, чтобы здание дольше стояло, а внутри делали лишь одну комнату, чтобы можно было нагреть помещение при помощи единственной печи. Под печь, кстати, отводили специальный угол подальше от входа. Рядом с ней оборудовали кухонный уголок. Считалось, что за печкой живет домовой. Он не просто дух, который требовалось подкармливать, чтобы избежать беды, а настоящий хозяин дома, следящий за благополучием домочадцев. Для сохранения тепла в холодную зиму перед входом обустраивали сени. Они выполняли функции прихожей и кладовки, не отапливались и не отделялись от дома высоким порогом. Главным местом в каждой избе был красный угол, предназначенный для икон. Его размещали в восточной части дома. Снаружи избы нередко украшивали резными элементами, размещая на их ставнях на личных фасадах. Притом каждый узор наделяли магическим и символическим смыслом. Например, часто изображали круги и полукруги, обозначающие солнце. Считалось, что такой орнамент способен принести в дом уют и тепло, а также оградить от проблем. Исторические русские личности. Учитывая многонациональность нашей страны и смешение народностей, происходящее на протяжении долгих веков, отыскать этнических русских среди деятелей, внесших вклад в политику, науку или культуру страны, не так просто. Вот список самых знаменитых исторических личностей, которые причисляли себя представителям этой национальности. Князь, талантливый полководец Александр Невский, победивший рыцарь Ливонского ордена в Ледовом побоище, исследователь, общественный деятель Ломоносов, написавший десятки трудов в различных научных областях, писатель Достоевский, ставший классиком не только русской, но и мировой литературы, ученый Менделеев, систематизирующий знания о химических элементах, периодическую таблицу, и композитор Мусоргский, представляющий русскую культуру на мировой музыкальной сцене. Заключение. В путешествиях по России возникает желание познакомиться с обычными малочисленными народов, ведь русские традиции кажутся привычными и понятными. Но в действительности русская культура полна сюрпризов и загадок. Постичь ее тонкость, узнать, что формировало русского человека на протяжении столетий. С такими традициями наши предки следовали в старину. Можно во время фольклорных фестивалей или при посещении этнодеревень. Особенно интересным такое путешествие станет, если обратиться за помощью к опытным гидам. Они не только расскажут много нового, но и помогут ощутить дух старины, примерить себе роль человека из прошлого, например, проведут мастер-класс по созданию традиционных русских игрушек или начнут готовить блюда по старинным рецептам.